Здравствуй, дорогой зритель, ты на канале Lazarus Gaming, и сегодня я расскажу, как пройти Assassin's Creed Syndicate на 100% синхронизации. Расскажу про все дополнения и весь доступный контент. Также расскажу про получение всего оружия, костюмов и вещей, а также как получить все сувениры в поезде, все достижения и черты. Расскажу про найденные баги и другие интересности в игре. Если видео кажется для вас полезным, поставьте лайк, чтобы поддержать автора канала. Чтобы добиться синхронизации на 100% в датчике общего прогресса, вам нужно пройти перечисленные далее задания с выполнением всех дополнительных условий. Это 9 сюжетных последовательностей, все задания сторонников, а именно захватить 12 убежищ банд, 18 заданий охоты за головами, освободить 11 заводов от детского труда, убить 18 тамплиеров, захватить все 7 районов Лондона, а также выполнить 6 заданий в будущем во время Первой мировой войны, выполнить все истории Лондона, 6 заданий Чарльза Диккенса, 3 задания поезда штаба, 5 заданий Чарльза Дарвина, 5 заданий Карла Маркса, вступительное задание Первой мировой войны и 4 задания королевы Виктории, которые откроются после прохождения сюжета. Собрать 345 сундуков по всему Лондону, вскрыть 26 закрытых сундуков, собрать 180 аномалий Хеликс, открыть 22 точки обзора, собрать 20 пивных бутылок, 30 засушенных цветов, 50 иллюстраций, найти 10 писем с фронта на карте Первой мировой войны, собрать 32 музыкальные шкатулки тайн Лондона и найти 12 писем королевской переписки. Карты с расположением сундуков, пивных бутылок, цветов и иллюстраций вы можете купить у торговца. Также прилагаю карта расположения всех коллекционных предметов. Для сбора аномалий рекомендую купить карту за Helix V-Store. Заработанных за игру Хеликсов должно хватить. Более подробно, как заработать Helix, расскажу далее. Если возникнут трудности в прохождении игры, то посмотреть абсолютно все задания можно на канале в плейлисте игры. В игре есть дополнительный контент. Это 2 дополнительных задания поезда штаба, 3 задания Дарвина и Диккенса. Этот контент ранее был доступен для тех, кто купил специальное издание игры или делал предзаказ. 10 заданий Последний Махараджа и 10 заданий Ужасные истории, ранее бывшие эксклюзивом консолей. Также есть DLC Джек Потрошитель. Среди доп-контента есть и наборы вещей. Набор стимпанк для Джейкоба и Иви. Содержит по костюму, по 2 вида оружия и перчатку, плащ и пояс. Аналогично набор под названием Викторианские легенды для Джейкоба и Иви. Также содержит по одному костюму, 2 вида оружия, перчатку, плащ и пояс. Еще есть Season Pass, в который входит DLC Джек Потрошитель, миссия Долгая ночь в поезде, набор заданий Последний Махараджа, набор Улицы Лондона, в который входят задания Дарвина и Диккенса, и второе задание поезда штаба, а также набор экипировки. Также в Season Pass входят названные ранее наборы Steampunk и Викторианские легенды. Обладателям Season Pass также дается 500 кредитов Helix и постоянный баф на 10% опыта. В общем, чтобы приобрести весь доступный на сегодня контент, вам нужно купить голд издание игры, в которое входит все вышеперечисленное, кроме ужасных преступлений. Их придется докупить отдельно. Джек Потрошитель — это отдельная небольшая кампания, действие которой происходит через 20 лет после событий основной игры. Она состоит из 10 заданий сюжета, 3 сторонников с 9 категориями заданий, а также сбором своего небольшого количества коллекционных предметов и своим небольшим набором оружия. Прохождение данного DLC и всего доступного контента есть на канале в соответствующем плейлисте игры. В игре также есть донат-магазин eStore. В нем можно купить деньги, ресурсы, карты и чертежи, и уникальный материал для крафта. Все, что продается в магазине, можно получить игровым путем. Магазин служит для экономии времени. Единственное, как я говорил ранее, стоит купить карту аномалий, ибо в процессе прохождения вы наверняка собрали часть аномалий, и по картам, что я предоставил, вы вряд ли запомните, какие уже собраны. Карту тайн Лондона покупать не советую, ибо шкатулок не так много, и они легко находятся по картинкам, а также с помощью карт, что я давал ранее. Карта с улучшениями у меня отметилась как куплена после того, как я отыскал все чертежи улучшений, а вот остальные карты почему-то не открываются при сборе всех чертежей или ингредиентов. При полном прохождении игры я наткнулся на баг. Статистики на сайте у меня не было 100% в разделе «Прочее», хотя в игре было выполнено совершенно все. Тогда я нашел в Unity Safe, где было пройдено меньше, но тоже собраны все предметы. Тогда у меня на сайте стало 99%. В итоге в статистике друзей я попросил сейф у того, у кого стоит 100%. Его сейф не отличался ничем от моего по сути
пройденного. Но только с его сейва статистика на сайте стала 100%. Но суть не в этом. В первом загруженном сейве у меня кроме купленной мной карты аномалий была еще куплена карта Тайн Лондона. Поэтому так и непонятно, либо покупка таких карт шита в сейф, либо есть какой-то глюк с их открытием после сбора предметов. Напишите, как было у вас. Какие карты у вас были засчитаны после сбора всех предметов, а также какие глюки словили вы. Лично я словил еще один глюк, когда за место рецепта кукри легендарного ассасина я получил сам кукри, а нужный для крафта ингредиент меч Улбрихта так и остался лежать и не пригодился. Возможно, это как-то связано. После того, как в Uplay открыли все награды в конце октября 2020 у вас должно быть около 1700 кредитов Helix. Также есть игровой способ достать данный кредит. Это поиск социальных аномалий. При подборе такой аномалии ее положение откроется у ваших друзей, а вам зачтется 10 кредитов Helix. К сожалению, они не всегда засчитываются. Намного чаще можно получить сообщение, что в данный момент аномалия недоступна. Насколько я понял, это какие-то проблемы связи сервера и клиента. Либо на стороне Ubisoft, к чему я больше склоняюсь, либо на вашей. Но скорее всего это лагнутый магазин Ubisoft, ибо валюта даже при покупке приходит не сразу. По моим наблюдениям, аномалии, висящие в воздухе, я ни разу не смог собрать. Только те, где персонаж мог стоять и зафиксироваться на месте. В удачном случае вы получите такое сообщение и вам зачтут 10 Helix. Социальных аномалий, насколько я понял, может быть ровно столько же, сколько и обычных. И появиться они могут даже там, где вы уже собирали аномалию. Но повторно на одном и том же месте они не появляются. Также Helix дают за частичный и полный сбор аномалий. Выдаются они частями, но за сбор всех вы получите 200 Helix. За цветы, бутылки и иллюстрации по 150 Helix. Кроме основного датчика прогресса есть и другие маленькие, например блокнот Иви, который должен содержать 11 записей, 10 сюжетных и 1 за цветы с Генри Грином. Также есть датчики Тайн Лондона и черт. Расскажу про получение черт, которые могут быть непонятны. Двойное, тройное и четверное убийство лучше делать на арене кулачных боев. Доведя противников до пресмертного состояния, важно убедиться, чтобы они подсвечивались в нужном вам количестве. То есть для добивания троих они все трое должны быть подсвечены. Убийство с уступа. Срабатывает убийство как снизу, так и сверху, например, когда вы убиваете персонажа на поезде и скидываете его ногой. На грани смерти. Получить легко, но долго. Как только у вас будет мало жизни и экран начнет мигать красным, сразу пейте бутылку лечения. Убийство из контратаки. Очень непростая черта. Вам нужно, чтобы на вас одновременно напали два противника. И кто-то из них или оба были на грани смерти, или на 7 уровней ниже вас. Во время двойной атаки нажимаем Е. На данном видео вы можете увидеть, с какого примерно расстояния срабатывает данная атака. Враги должны стоять именно так. Ловкий ход. Во время того, как противник будет сломлен или оглушен, нажмите Е и вы добьете его пистолетом. Неуправляемость. Вам нужно насмерть сбить или задавить двух врагов в промежутке не больше 25 секунд. Лондонский дрифт делается очень просто. Разгоняемся, потом зажимаем назад и начинаем прожимать пробел для ускорения. Жмем пробел, держим назад и по очереди нажимаем влево-вправо, при этом продолжая нажимать пробел. На страже порядка. Нанимаем одного грача, угоняем карету и просто залазим на крышу и садимся. И так 50 раз. Не обязательно искать 50 карет. Пристрелить гонца. Находим часового, даем ему вас заметить и убиваем, когда он бежит звать на помощь. Если вы прошли всю игру, то 2 часовых можно найти в задании убежища банд, которое называется Clare Market. Просто повторяем его. Дуэлянт. Очень непростая черта, которая делается только с определенного расстояния. Вам нужно собрать толпу врагов и при этом уворачиваться от ударов и ждать выстрела. Как только вы увидите значок выстрела, надо нажать F и выстрелить первым. Если вы будете слишком далеко, вы просто увернетесь. Понять разницу между обычным выстрелом и контрвыстрелом вы можете увидеть на этом видео. Все остальные черты делаются без особых проблем. Если будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.
Есть еще датчик Ubisoft Club, но пока я проходил игру, произошло обновление на Ubisoft Connect и игра больше не поддерживается разработчиками. Всем, конечно, раздали награды, но Ubisoft, как обычно, плевал на своих игроков и не дала им плюшки от испытаний, которые они уже никогда не смогут сделать. Поэтому мой прогресс застрял на 70% и уже никогда не будет 100%, ибо значки старые испытания удалены и больше не работают для многих старых игр. Те, кто их успел раньше сделать, у того они останутся, все остальные идут лесом. Поезд-штаб. После первой войны банд у Иви и Джейкоба появится свой поезд-штаб. Он будет улучшаться внешне по мере развития сюжета, как внутри, так и снаружи. Также в нем хранятся сувениры. Всего их 24. Даются они за сюжетные и дополнительные задания. Все вы их должны получить, если сделаете отметку 100% в датчике прогресса. А также поднимете репутацию со всеми сторонниками на 5. Выиграете все гонки, заняв первые места, и закончите все раунды на арене. Но есть один сувенир, который легко упустить. Называется сцепки для поездов. Дается за ограбление поездов, при этом вам надо отцеплять вагоны. — 23 сувенира можно рассмотреть, но есть один неактивный сувенир. Это лупа, которая дается за ужасные преступления. Также здесь есть сейф, из которого мы собираем деньги, которые копятся через определенные промежутки времени, как и в более ранних частях. В Синдикате это 30 минут. Сторонники. В игру ввели новую механику. Это репутация у сторонников с наградами за уровни. Кроме сюжетных 4, есть еще 2 сторонника, это Нед Вайнерт и Роберт Топпинг, которого Иви спасла по сюжету. Для того, чтобы поднять репутацию с Топпингом, вам придется пройти все бойцовские клубы до максимального раунда и пройти все гонки. Чтобы поднять репутацию с Нед Вайнерт, вам придется делать повторяющиеся задания по типу тех, что мы делали по сюжету. Угнать, сопроводить повозку, корабль, поезд, похитить груз и так далее. Если хотите собрать все оружие и чертежи, вам придется это сделать. После поднятия 5 уровня вас ждут вот такие кат-сцены. Чемпионы улиц, чемпионы ринга. Есть ли то, что вам не под силу? Вы точно не помните меня? Ну, ночью в лаборатории. Нет? Ладно, неважно. У меня есть кое-что для вас. Приз за выдающиеся успехи. Ночью, значит, в лаборатории, Это не то, что ты думаешь. Будешь строить картинную галерею? Подарок для друга, Адама. Всем друзьям такое даришь. Это не важно. Спасибо за вашу помощь. Вы, близняшки, прилежные ребята. Вот, это вам в знак благодарности. Что ж, колеса крутятся, а нас ждет работа. Сейчас разберем всю существующую экипировку в игре. Оружие. Существует 3 типа вооружения: кукри, трость-клинки и кастеты. Каждый ряд символизирует один тип оружия. Кукри. Всего 21 штука. Кукри Бармаглота. Набор викторианская эпоха. Кукри слоновой кости. По сюжету. Кукри Эксперта. Магазин. Кукри Баран. Ритуальный кукри и золотой кукри набор улицы Лондона. Кукри с рубином. Репутация с Генри Грином. Железный кукри. Крафт. Кукри Орел. По сюжету. Гвардейский кукри. Магазин. Нефритовый кукри. По сюжету. Кукри Мастера с рубином. Репутация с Генри Грином. Кукри Генри и Кукри Ассасина Крафт. Старинный Кукри Магазин. Кукри Золотое Благословение. За захват Темзы. Кукри Мастера Ассасина. Репутация с Генри Грином. Зазубренная Смерть. Репутация с Нед Вайнерт. Кукри Величия Орла. Крафт. Кукри Легендарного Ассасина. Репутация с Генри Грином. Обсидиановый Кукри. DLC Последний Махараджа. Трости-клинки. Всего 22. Трость-пронзатель. Набор викторианская эпоха. Трость-клинок посвященного. По сюжету. Благородная трость-клинок. Магазин. Трость-клинок эксперта. За захват Уайтчепела.
трость-клинок Арба Замира. Награда Uplay. Трость-клинок Бронзового молота и трость-клинок Мореплавателя. Набор улицы Лондона. Божественная трость-клинок. Репутация с Роберт Топпинг. Трость-клинок Майя. Крафт. Трость-клинок сэра Лемея по сюжету. Трость-клинок Чарльза Диккенса за задание Чарльза Диккенса. Трость-клинок Золотой Лев. Желтый сундук в Сити. Трость-клинок Лорда Пирсона. Желтый сундук Сатуарка. Трость-клинок Обсидиановый Лев. Крафт. Трость-клинок Нефритовый Змей. Репутация с Роберт Топпинг. Трость-клинок с рунами. Репутация с Винстоном Черчиллем. Трость-клинок Нефрит и Кость. Крафт. Трость-клинок Света и Тени и трость-клинок Пламя Дракона. Репутация с Роберт Топпинг. Трость-клинок Ночной Кошмар. Крафт. Трость-клинок Голубь. DLC Ужасные преступления. Лучшая в мире трость-клинок. Репутация с Роберт Топпинг. Кастеты. Всего 19. Усилитель удара. Набор стимпанк. Кастет посвященного по сюжету. Железные наручники. Магазин. Кастет ангела и грязный кастет. Набор улицы Лондона. Кастет слинки. Магазин. Мощь ворона. По сюжету. Пиратский кастет. Набор улицы Лондона. Стальной кастет. Магазин. Медвежья лапа. Желтый сундук Саутуарка. Рука древних. Крафт. Возмездие лорда Джонатана. Желтый сундук Стрэнд. Кастет с гравировкой. DLC Ужасные преступления. Львиные челюсти. Крафт. Челюстная колотушка. Желтый сундук Сити. Кастет смерти. Желтый сундук Вестминстера. Медная любовь. По сюжету. Кастет мастера ассасина. Крафт. Кастет величия орла. За захват Вестминстера. Наруч ассасина. Всего 15. Перчатка Наутилус. Набор Викторианская эпоха. Перчатка Хронограф. Набор Стимпанк. Кожаный наруч. По сюжету. Красный наруч. Набор улицы Лондона. Усиленный наруч. Чертеж по сюжету. Наруч из крепкой кожи. По сюжету. Королевский наруч. Набор улицы Лондона. Наруч индустриальной эпохи. Набор улицы Лондона. Черный кожаный наруч. Чертеж по сюжету. Наруч ассасина. Наруч смерти. Наруч Мираж и рукопожатие дьявола. Чертеж по сюжету. Наруч Химеры. Чертеж в желтом сундуке Сити. Наруч легендарного ассасина. Репутация с Кларой Оди. Огнестрельное оружие. Всего 16. Разрыватель. Набор стимпанк. Деринджер. По сюжету. Салонный пистолет. Магазин. Дьявольский демон. Набор улицы Лондона. Револьвер точность. Награда Uplay. Револьвер СН2 модель 1. По сюжету. Револьвер скрытность. Набор улицы Лондона. Револьвер 1856 года. Репутация с Фредериком Аберлайном. Кольт Single Action Army. Магазин. Кольт М1877 Молния. По сюжету. Револьвер Double Action 38 калибра. Репутация с Фредериком Аберлайном. Четырехствольный Ланкастер. Магазин. М1877 Громовержец. За захват Сити. Револьвер модель 3. Репутация с Фредериком Аберлайном. Автоматический пистолет 1868 года. Репутация с Фредериком Аберлайном. Марс. Репутация с Нетвайнерд. Пояса Джейкоба. Всего 25. Кожаный пояс. Доступно сразу. Пояс посвященного. По сюжету. Грубый пояс. Желтый сундук Уайтчепела. Пояс из черной кожи. По сюжету. Пояс эксперта. Магазин. Элегантный пояс. Набор улицы Лондона. Пояс с железными вставками. Набор улицы Лондона. Пояс благородного ассасина. Награда Uplay. Пояс вора. Репутация с Кларой Оди. Пояс дерзкого ассасина. Крафт. Лесной пояс. Крафт. Пояс перекрестков. По сюжету. Кроваво-красный пояс. Крафт. Пояс из металлической сетки. По сюжету. Пояс жнеца. Репутация с Винстон Черчилль. Пояс величия орла. Желтый сундук Вестминстера. Пояс с железными пластинами. По сюжету. Пояс орлиного полета. Желтый сундук Первой мировой. Ремень добра и зла. Набор Викторианская эпоха. Ремень кулачного боя. Набор стимпанк. Пояс черной смерти. За захват Стрэнд. Пояс Джека Прыгуна. За задание Чарльза Диккенса. Пояс мастера ассасина. По сюжету или в желтом сундуке Вестминстера. Пояс легендарного ассасина. Чертеж по сюжету. Пояс собирателя бутылок. За сбор всех пивных бутылок. Накидки Иви. Всего 25. Красный плащ. По сюжету. Практичный плащ. По сюжету. Накидка охотника. По сюжету. Плащ черный Джек. Магазин. Плащ оранжевого шелка. Магазин. Плащ опасное очарование. Набор улицы Лондона. Плащ тень убийцы. Награда Uplay. Плащ кровавое крыло. Набор улицы Лондона.
Лоскутный плащ. Репутация с Кларой Ади. Накидка орлиного полета. Желтый сундук Саутуарка. Плащ Леди Виньолы. Крафт. Плащ ненастной ночи. Магазин. Деревенский плащ. DLC Ужасные преступления. Плащ народа. Крафт. Плащ света и тени. Желтый сундук Ламбета. Красно-золотой плащ. По сюжету. Плащ огненного шелка. Магазин. Накидка изумрудного острова. За сбор 12 писем королевской переписки. Плащ графа. Набор викторианская эпоха. Маскирующий плащ. Набор стимпанк. Шаль госпожи Кириэль. По сюжету. Накидка легендарного ассасина. Крафт. Плащ победы. По сюжету. Королевский плащ. За задание королев Виктории. Плащ эгиды. За все задания сюжета. Костюмы Джейкоба. Всего 13. Костюм Джейкоба. Доступно изначально. Костюм стрелка. Репутация с Фредериком Аберлайном. Костюм туриста. По сюжету. Костюм мастера-ассасина. По сюжету. Костюм подлеца. По сюжету. Дракула. Чертеж по сюжету. Одеяние барона Джордана. Чертеж в желтом сундуке Сити. Костюм Эдсо. Награда Юплей. Костюм Эдварда. Награда Юплей или набор улицы Лондона. Костюм охотника. Набор улицы Лондона. Элегантный костюм. Набор улицы Лондона. Лохмотья существа. Набор улицы Лондона. Костюм доктора Дэниела. Набор стимпанк. Костюмы Иви. Всего 13. Костюм Иви доступен изначально. Военная форма. За выполнение заданий Первой мировой войны. Наряд защитника. По сюжету. Эгида. За сбор 32 музыкальных шкатулок в хранилище оружия. Платье леди Мелины. По сюжету. Мастер-ассасин. По сюжету. Плащ Беладонна. Чертеж по сюжету. Костюм Элизы. Награда Юплей или набор улицы Лондона. Костюм Авелины. Награда Юплей. Костюм Шао Цзюнь. Награда Юплей. Костюм Ночной Ястреб. Набор улицы Лондона. Одеяние прекрасной леди. Набор викторианская эпоха. Костюм доктора Дэниела. Набор стимпанк. Цвета. Всего 15. Фиолетовый, фуксия, синий, черный, стальной и багряный выдаются за сбор всех засушенных цветов. Цвета открываются через каждые 5 собранных предметов. Винный. За задание Карла Маркса. Зеленый. В желтом сундуке Уайтчепела. Золотой, малахитовый, серо-коричневый, бежевый и бежево-голубой покупаются в магазине. Синий, Ubisoft и бирюзовый, ранее каждый стоил по 10 юнитс, но теперь доступны изначально. Небольшой набор оружия и цветов покраски есть и в DLC Джек Потрошитель, но их добыча не составляет никакого труда. Все, что нужно сделать, это добиться 100% в датчике прогресса, пройдя сюжетную линию, выполнив все задания сторонников и собрав все коллекционные предметы. Навыки. Собрать их будет легко, но первыми советую качать на сбор и увеличение добычи, взлом замков и мощность ножей. Улучшение банды. Тут советую как можно быстрее взять известность. Это поможет вам спокойнее передвигаться по Лондону без стычек. Также важно как можно быстрее поднять уровень грачей и увеличить доход с поезда штаба. Изготовление. Как можно раньше прокачайте дротики берсерка, ибо они будут нужны по сюжету для испытания. Все чертежи можно достать по сюжету либо из закрытых сундуков, либо за репутацию со сторонниками. Достижения. Всего их 56, 7 из которых для DLC Джек Потрошитель. Часть достижений вы выполните вместе с чертами. Расскажу лишь про те, что могут вызвать вопросы. Дружеская поддержка. Тут описание может ввести в заблуждение. Вам просто надо нанять с собой 5 грачей. Иголка в стоге сена. Тут важно убить 5 врагов из одного стога сена. Из него при этом можно вылазить и подводить врагов, залазить и убивать. Не обязательно сидеть в нем постоянно. Лондонский Робин Гуд. Как и в предыдущей части, тут есть уличные задания. Они бесконечны, лично я дошел до 55. За каждую серию дают деньги в размере 3500. Власть опиума. Найти 4 врагов у бочки можно по сюжету в части 7 воспоминаний 6. Неспортивный подход. Для получения этого достижения надо стрелять во врага, когда он в вас целится. Это очень схоже с чертой дуэлист, но только врагов нужно больше и по одному. Без пощады. Одно из самых долгих достижений. Садимся в самую широкую карету и начинаем сносить все столбы, деревья, заборы, козырьки магазинов. Катаемся так около часу или 2. В целом достижения очень простые и многие пересекаются с чертами. Если будут какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Так же, как и во всех играх серии, здесь есть база данных. Как и в Unity, тут нету процентного заполнения базы, но также и нету подводных камней в виде дополнений статей или пропуска расследований. Все, что я собрал в базе данных, покажу как обычно в конце видео, чтобы вы могли сравнить их. Я думаю, это как всегда самая полная база в Инете. Также покажу базу данных DLC Джек Потрошитель. В центре Лондона на одном из вокзалов можно найти 2 стоящих поезда. На одном с названием Великий Орел дата 1191,
символизирующая первую часть. На втором дата 1476, символизирующая вторую часть. В действительности же эти две игры стали локомотивами серии. По сюжету мы можем встретить собачку по имени Дезмонд. Его похищают, но потом Джейкоб освобождает его и возвращает хозяйке. Тут можно провести аналогию с Дезмондом Майлсом, который тоже был похищен, но потом ассасины вернули его домой к своей родне. На улицах Уайтчепела можно найти вывеску «Пироги Тода». Это отсылка к парикмахеру Свинни Тоду, который убивал своих жертв и пек из них пироги. В порту Лондона можно встретить поющих моряков, которые исполняют шанти Эдварда Кенуэя из 4-й части серии. А вообще, гуляя по Лондону, можно часто встретить поющих разные песни жителей, особенно в барах. В Альгамбре можно найти плакаты спектаклей, на которых изображены персонажи прошлых частей, такие как Кенуэ и его пираты и даже Эцио. В второй части воспоминаний на столе у ученого лежит фонарь, который мы могли встретить в дополнение к Юнити «Павшие короли». В сюжетной линии нашего времени можно увидеть, что дроны имеют имена героев первых частей. Там есть даже Люси и Дезмонд. Если в поезде подойти к двери, то можно наблюдать движение из разных ракурсов, ехать и наслаждаться красотами Лондона. На прохождение всего этого у меня ушло 57 часов чистого игрового времени. Прилагаю свою статистику. Ну и в завершении собранная мной база данных. Пишите в комментариях, чего у меня нету, а у вас есть, и наоборот.
А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, помогите репостом. С вами был Лазарус. До новых встреч. London is fade upon the meat of the dead. They're one shallow inch below the town. Them what whispered dreams only poison us. Them that told us lives of their bravery. Them that preached of progress and put us in the poorhouse.